Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж. И сегодня хочу поговорить о игроках за номинальные контракты. Как вы знаете, в четверг у нас обновился список игроков за номинальные контракты. И достаточно много было вопросов, Морж, а кого брать, а стоит ли вообще брать? Ну и сразу можно ответить, что да, конечно же, стоит. В первую очередь, Konami молодцы, что сейчас игрокам за номинальные контракты сделали 90 сыгранность со всеми стилями. Это прекрасно, то есть ты берешь игрока, и под любой стиль он подходит. Это супер и это замечательно. Кого стоит брать? Ну, реально, в первую очередь стоит брать самых дорогих игроков, ну, точнее, номинальные версии самых дорогих игроков, которые есть у нас в PES. Ну, давайте пробежимся по всем и, собственно, посмотрим, насколько они сильно отличаются от обычных игроков. Ну, конечно же, кроме сыгранности, потому что сыгранность у всех по 90, это охренеть, это замечательно. Итак, Гомес или Гомеш. Атакующий полузащитник до 93 будет качаться, обычная версия качается до 91, обычная версия стоит 82 тысячи ГП, это немного. Вот, как вы видите, получает он ап, ну, практически во всех статах, но сказать, что этот ап вы слишком почувствуете, я бы так не сказал. Да, скорость дриблинга плюс 3, умение атаковать плюс 2, в остальном везде по единичке. Я считаю, что на поле вы даже не ощутите этот ап на самом деле, ну, то есть единичку, сами понимаете, ощутить очень-очень сложно. Тут он будет вывозить чисто за счет сыгранности под все стили раз, либо же, если вам нужен игрок для сборной Аргентины, это 2. Национальность у него топовая. Дальше Жоао Маутиньо, тоже топовая национальность, если вы собираете сборную Португалии. Обычная карточка 90 рейтинга, карточка за номинал будет иметь 92 рейтинга, 51 тысяча стоимость обычной карточки, ну и тоже, вы видите, получает практически везде плюсы. Разве что умение защищаться, вовлеченный в защиту, подкаты и агрессия минус 2, все эти статы. Для центрального полузащитника защищаться уметь нужно, поэтому, конечно, здесь это минус. А тем не менее, я думаю, плюсы перевешивают, потому что во всем остальном, вы сами видите, все в хороших плюсах. Контроль мяча даже получает плюс 5. Но 51 тысяча это небольшие деньги, да, и клуб не самый, так сказать, востребованный. Дальше Зоммер, если я не ошибаюсь, так читается его фамилия, получает аж 96 максимального рейтинга, его карточка за номинальные контракты, обычный 93. Обычный стоит при этом 180 тысяч, что уже немало, я бы так сказал. Тоже видим, кругом он получает одни плюсы, но если всякие контроли мяча, скорости, ускорения, удары поворотом и игра головой, в принципе, для вратаря это не нужно, то вот устойчивость при толчках и баланс, это хорошо, по плюс 1 он получает, и получает он аж плюс 5 к вратарскому навыку, ко всем остальным вратарским по плюс 1, что здорово. 96 максимальный рейтинг, здорово, с сыгранностью, как я понимаю, будет 98 скорее всего, а может быть даже 99, так что если у вас нет толкового хорошего вратаря, этого товарища я бы вам советовал в первую очередь. Рейтинг и статы, конечно же, поражают. Да, при этом стиль атакующий вратарь, который я не особо люблю. Рост 83 сантиметра тоже маловато для вратаря, но статы поражают. Вот честно, статы поражают, его стоит взять. Дальше Кассерос, 84 обычная карточка, 87 карточка за номинальные контракты, тоже получает везде плюсы, кроме защитных навыков. Вот так вот странно, да, центральный защитник не получает плюсов в защитных навыках. Но стоит обычная карточка всего лишь 5900, поэтому Кассероса я бы на него номинальный контракт не тратил. Дальше центральный нападающий у нас 33-летний, как я понимаю, Сенегал у него национальность. Опять же, очень дешевая обычная карточка, стоит всего лишь 8000, до 85 качается обычная, до 88 качается номиналка. Тут у нас тоже везде плюсы, причем центральному нападающему почему-то плюсы в защиту завезли. При этом получил он минусы в подкрутке, минусы в штрафных и минус 1 в реализации. Я считаю, что, конечно же, плюсы это все выравнивают, плюсов гораздо больше. Ап достаточно хороший, но саму карточку я бы тоже не брал. Дальше Бускетс у нас идет, 92 у него обычная карточка, 95 будет за номинальные контракты. Тоже кругом одни плюсы, везде практически плюс 2, так что лучше, на порядок лучше, чем обычная карточка. При этом карточка стоит 120 тысяч обычная, что в принципе достаточно немало. Бускетса стоит взять, он подойдет вам и для сборной Испании, или если вы собираете Барселону.
Дальше Тоби Алдервейлер, ну вы поняли, вот это вот его фамилия тяжелая. До 89 качается его обычная карточка, до 91 качается карточка за номинальный контракт. Получает он минус 2 в балансе, минус 2 в ускорении и минус 1 в умении атаковать, что для центрального защитника вообще не важно. При этом получает плюс 3 в умении защищаться, остальные защитные навыки почему-то ему не поднимали. Брать, не брать, если собираете Бельгию, брать, если не собираете Бельгию, я считаю, что нахрен не нужен. Дальше Навас, вратарь ПСЖ, 200 тысяч стоит его обычная карточка и качается до 93. За номинальные контракты будет до 94 качаться. Тоже мы видим везде здесь плюс по единичке, но минус 1 получает он фиксацией мяча. Короче, карточка примерно такая же, как и обычная. Брать стоит только потому, что 200 тысяч стоит обычно, это раз, и сыгранность 90 под все стили, это два. Томас Мюллер, его я уже себе взял, потому что я собираю Баварию, тоже 200 тысяч стоит его обычная карточка, до 93 качается обычная, до 96 качается карточка за номинальные контракты, и получает он вполне себе хорошие плюсы в виде умения атаковать плюс 3, контроль, дриблинг, удержание плюс 3, все остальное плюс 1, только агрессию они увеличили на 2, но за счет стилей прям замечательно. В сборную Германии, в Баварию, если собираете, Мюллера брать стоит. Я взял, я его уже тестировал, не пожалел совсем. И реально при 96 рейтинга, 97 умения атаковать, это, ребят, космос. Ну и последний Шупа, тоже из Баварии, тоже я его взял себе под Баварию. Значит, 14 тысяч стоит его обычная карточка, вообще копейки, и обычно качается до 87, а карточка за номинальные контракты качается до 90. Получает он везде тоже достаточно хорошие плюсы для центрального нападающего. Тут и умение атаковать плюс 3, и реализация плюс 2, и игра головой плюс 3, ускорение плюс 3. В общем, тут все хорошо. Защитные статы тоже ему зачем-то подняли, непонятно зачем для центрального нападающего. А минусы он получает в штрафных и в подкрутке. Ну, минус 1 в подкрутке, это даже минусом можно не считать. Шупа я взял, тоже аналогично мне под Баварию. Поиграл им некоторое время, вполне себе неплохо. Чувствуется, что лучше, чем обычная версия. При том, что у обычной, ну, вы сами можете видеть по стилям, сколько здесь нужно еще статов кинуть в стиле. То есть хрен ты выкачаешь обычную в рейтинг 87. Скорее всего, он будет у тебя 86, а то и 85. Здесь же спокойно выкачиваешь в 90, по стилям все замечательно, и, собственно, юзаешь этого товарища. Так что, если давать вам советы, кого брать, это, конечно же, Соммер, тут без вариантов, это, конечно же, Бускетс, это, конечно же, Навас и, конечно же, Мюллер. Остальное чисто по желанию. Игроки хороши, то, что они под все стили, это отлично. Вообще, респект Konami, в общем-то, за это все дело. Да и сама задумка с номинальными контрактами хороша, то есть новички могут все-таки легче собирать себе нормальный играбельный состав и, собственно, конкурировать с ребятами, которые уже достаточно большое время в игре у нас проводят. Вот такой вот обзорчик от меня. Пиши в комментариях, брал кого-то ты уже за номиналку, может, возьмешь после моего видео, я с удовольствием это все дело почитаю. Также в описании в закрепленном комментарии ссылка на мой телеграм, ссылка на мою личку, если нужен донат на мобилочку с российских карт. В общем, все по стандарту. Сегодня будет, я думаю, еще одно видео, так что далеко не разбегаемся. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.